Ребенок был незаменимым связующим звеном любой османской семьи. Если женщина впервые выходила замуж и сразу не беременела, то проблему в первую очередь приписывали именно ей. Это считалось предзнаменованием ее возможной бесплодности. Никто не стал бы ждать, когда наконец девушка забеременеет. Ее сразу начинали лечить. В разных случаях либо народными средствами, либо медикаментозными. В любимом нами сериале «Великолепный век» мы наблюдали за сценами родов. Но всю ли правду нам показали? Как рожали женщины в Османском дворце? И уже на кровати как Хюррем? Или это было как-то по-другому? А правда ли, что имя ребенку давал отец и шептал его на ухо вместе с молитвой? Хюррем сообщала всем, кому не лень, что она беременна. Я беременна. Неужели такое было возможно? Ой, как интересно все узнать. Особенно различные ритуалы. В этом видео я расскажу вам не все, а только то, что сочла необыкновенным и забавным, читая книгу историка «Культура и повседневная жизнь в Османской империи», ну и немного из других источников. В гареме женщин буквально заставляли рожать, фигурально выражаясь. Из-за высокой смертности детей в ту эпоху династия не раз находилась под угрозой, что некому будет занять трон, потому наложнице желательно было родить именно сына. Потенциальным матерям, то есть наложницам, не давали есть кислое или соленое, так как считалось, это предотвращает возможную беременность. Османы были достаточно суеверными людьми, и в отличие от того, что Хюррем на каждом углу кричала, что она беременна, беременность как таковая до самого конца, пока не станет заметно, скрывалась от посторонних людей. Только самые близкие родственники знали о скором рождении ребенка. Помните, как Хюррем требовала перепелов и уплетала все вкусности? Это правда. Сюклюмага! Зачем зовешь? Что тебе надо? Мы с моим сыночком хотим ту птичку, которую еще в плов кладут. Перепелов захотела Хюрремха. Существовали такие домыслы, что если беременная не получит и не съест то, что срочно и очень захотелось, то ребенок родится без какой-либо конечности. Именно поэтому, наверное, Роксолана съела всех перепелов вместе с яйцами. Ой, спасибо. И ты собираешься все это съесть? А что? Что такого? Я не могу остановиться. Очень люблю перепел. Бедные другие жители дворца, она лишила их лакомства. Вас не удивит тот факт, что пол ребенка в Османской империи определялся так же, как и сейчас. Но только я не говорю, конечно, об ультразвуковом исследовании. Если острый живот – мальчик, круглый – девочка. Если беременная хороша собой – мальчик. Если стала уродливой – девочка. Ну и, конечно, какие роды могут проходить без акушерки. Только если вы случайно в поле рожаете. В Османском дворце была акушерка, которая отвечала за роды. Узнать ее было легко. Она ходила с двумя палочками. Вообще, это, конечно, была очень престижная профессия. Акушерка получала огромную финансовую выгоду, начиная с первого дня обнаружения беременности. А уж когда родится малыш, так она и вовсе могла стать очень богатой женщиной. Правда, во времена султана Мустафы III произошел очень интересный случай с исторической точки зрения. У Мустафы был сын Селим. В будущем султан Селим III. Все долго ждали, когда забеременеет хоть одна его наложница. И тут акушерка сообщает о беременности. Здесь важно сказать, что акушеркой на тот момент была женщина, которая ранее жила в гареме в качестве наложницы. Но когда ее освободили, она вернулась во дворец уже как свободная дама, но работающая. Этого, с позволения сказать медработника, все называли утечкой денег из казны, так как у нее вечно срабатывали ложные беременности. Бывшая наложница татарского происхождения оповестила Селима, что его рабыня беременна, получила свое немалое вознаграждение за такую новость, но и в этот раз сработала ложная информация. Акушерку, конечно, наконец выкупили. Что сделали с ней, не рассказывается, но, думаю, ее с позором поперли из дворца. Как же Хюррем и другие наложницы рожали во дворце? Не так, как нам показали в сериале. Для этого процесса во дворце существовал вот этот забавный неуклюжий стул, но довольно симпатичный, мне кажется. Он до сих пор стоит в музее Топкапы, как молчаливое напоминание о том, что принял по меньшей мере 500 родов за свою историю. Я думаю, что в разные времена эти приспособления менялись.
Но в музее стоит именно этот стул. Хотелось бы думать, что Мехмед, Селим и Мехримах появились именно тогда, когда на нем восседала Хосеки Хюррем Султан. На самом деле, до наших дней дожили много османских миниатюр, где изображен процесс родов. Мы видим, что в этот момент женщину окружает довольно много людей, и стоит тот самый стул. Фантастика! Когда же ребенок появлялся на свет, его окунали в соленую воду или просто натирали солью для того, чтобы снять возможность глаз, очистить тело и сделать его сильным, способным противостоять различным видам зла. Кстати, этот обычай с солью с новорожденными детьми до сих пор используют некоторые турецкие семьи. Считается, что в большей степени этот обычай сохранился в отдаленных уголках Турции. Очень интересный ритуал, с моей точки зрения, османы делали с пуповиной малыша. Но сначала скажу, что литье свинца от порчи из глаза – традиционный ритуал для мамы и ее новорожденного. Это показали в сериале «Великолепного», и это правда. Даю отрывок. Лейте свинец в воду от сглаза. У нас то и дело что-то случается. Пуповину же сразу отрезали и, внимание, хоронили. Проводился целый ритуал с захоронением пуповины. Но только не подумайте, что для этого существовало отдельное кладбище. Важно было именно место, где ее закопают. Так, если она была захоронена во дворе мечети, то ребенок будет имамом, а если во дворе школы, то учителем или просто очень хорошим человеком и так далее. А что, мне такой ритуал очень нравится. Главное, чтобы работал. Правда ведь? Но думаю, что пуповину детей османской династии хоронили где-нибудь под троном султана. Первые 40 дней после родов были особенными. В этот период умирали большинство слабых детей или женщин в результате осложнений. Потому в этот период за мамой и ее малышом ухаживали по-особенному. Начиная с первых дней после родов, новоиспеченную мать и ее отпрыска навещало много разных гостей, которые приносили подарки, драгоценности и золото. Вся комната была увешана амулетами, а гостям подавали щербет. Если кувшин с щербетом подается с открытым носиком, значит родился мальчик, а если кувшин накрыт красной тканью, значит девочка. И одним из важнейших ритуалов было это дать имя ребенку. Это древнейшая исламская традиция, когда на ухо малышу читается азан и произносится его имя. Детей называли обычно в честь каких-то людей, родственников, значимых и уважаемых, но каждое имя было сугубо субъективным в рамках семьи. Ну и, конечно, рождение ребенка в Османском дворце отмечалось большими народными и дворцовыми празднествами, которые иногда доходили до нескольких недель. Начиная с Сулеймана Великолепного, о рождении ребенка в семье султана народ узнавал по пушечным выстрелам. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.